Всем привет, с вами Mailstorm, и вы смотрите Datascope. Сегодня мы разберем третью карту полуфинала Винров между Spirit и Тундрой с нон-DPC турнира, прошедшего в середине февраля. Этот выпуск о том, как на первый взгляд прекрасно играющая команда вгоняет себя во все более и более безвыходное положение, а также о том, как губительна в доте нерешительность. Для начала пройдемся по драфтам. После распика суппортов драконы ответили на бета лишь раком, а северяне взяли Урсу, прикрыв сразу обоих коров соперника. Spirit выбрали в качестве кэрри ТБ, подходящего для игры против Мишки, однако получили в ответ Дарксира. Добавим тот факт, что Таск крайне неприятен кэрри Тундры. Снэпка хороша против Андайнга за счет берста и пулемета, а Рики тучей закрывает Тайда по игре, в то время как зомби контрит морского охотника на линии. Как видите, драфты довольно равные. Сила персонажей пропорциональна количеству артефактов. Я хочу сказать, что и Урса, и ТБ в очном противостоянии скорее более зависимы от игровой ситуации и стоимости закупа. Ни для одного из героев данный матчап не является дисбалансным по умолчанию, и побеждает, как правило, более богатый, как и в паре Лишрак Бэтрайдер. Но во всем этом хитросплетении есть одна важная деталь, которая заключается в том, что чем больше становится Террорблейд, тем сильнее его иллюзия со стенки и панча Дарксира. Кроме того, чем дольше тянется встреча, тем мощнее и сам фиолетовый старец. Этот простой факт делает позднюю стадию игры для Spirit очень тяжелой, а стало быть, выход в нее крайне нежелателен. Дайры без того были на таймере, но усугубили свое положение, залив все линии, особенно топ и бот. Позже казалось, что драконы стабилизировали ситуацию, но это было лишь обманчивое ощущение, так как Radiant всего-навсего пережидали свой пик слабости, который завершился покупкой шарда на четверке и игрой в Зов плюс блинка на тройке, после чего для Дайр на карте начался сущий кошмар. Хотя по сути Тундра была еще даже не в оптимальной кондиции, но драконы вместо отдачи ТБ устроили настоящий конвейер и словно загипнотизированные продолжали вливать все больше ресурсов в тимфайт. Можно было ограничиться отдачей кэрри или даже кэрри мидера, но нет. В проигранной драке, завязавшейся на 23-й минуте, Spirit не просто вайпнулись, но еще и потратили Ravage, окончательно оставшись без инициативы. Уничтожение драконов продолжалось до 30-й минуты. Но прежде чем разобрать, что произошло дальше, давайте пройдемся по сборкам. Первым делом хотелось бы отметить, что Ятора проигнорировал раннее БКБ, что является абсолютно верным решением, так как оно не спасает от стенки, медведя с башером и лассо. А забегая вперед, скажу, что даже после скади, манты и пики он взял Дейдалус, тем самым сильно увеличив исходящий урон, что очень помогло. Также мне нравится билд Коллапса, который взял Юл, контрящий Урсу, а также Шард, позволяющий инициировать точечные пикофы, не тратя Равагу. Вернемся к игре. Именно с такого пикофа и начался камбэк Spirit. Сперва они подцепили зомби. В свою очередь, это помогло начать драку 5 на 4 и поймать на ошибки Скитера, который попался на все тот же Шард, не прожав БКБ и Enrage. Съел Равагу, после чего отправился в таверну без бая, не выйдя из контроля. А это уже открыло для Spirit путь ко второму Рошану и позволило полноценно вернуться в игру. Чтобы было понятно, почему именно этот Рошан оказался так важен. Тут дело даже не в Аегисе. Забери камнеголового Тундра, Урса получал бы шард, что сильно подсобило бы ему в битве, особенно против станов Лешего и Тайда. Однако Скитер не получил осколок Аганима, он достался синему оленю. Тем самым вместо резиста контроля и урона в бою Мишка получил ровно противоположный эффект. Более того, не забрав шард с Роши, он словно забыл про этот важнейший артефакт и приобрел его лишь на 42-й минуте, что стало серьезной ошибкой, о которой мы еще поговорим чуть позже. Тем не менее, драфт северян все еще имел перевес. Но в их игре словно что-то сломалось из-за этого обидно отданного объектива. Успешно переждав Аегис соперника, Сакса решил, что на 35-й минуте не будет ничего страшного, если он в соло захватит вражеский аванпост. Его труп еще не успел остыть, как Скитер подставился на миде.
Я даже не стал резать этот момент, чтобы вы уловили динамику. Какая-то нечеловеческая жадность, и не только до крипов. Медведь опять зажал БКБ, а когда понял, что без него не отступить, нарисовался Таск с Валрус Панчем. И если вы думаете, что на этом конвейер фида был окончен, то вас спешит разубедить Дарксир, попавшийся на варде еще до респауна Урсы. Благодаря нулевой толерантности к сплитящим героям и тратя кучу сил на поимку персонажей соперника, Спирит неумолимо приближали концовку этой карты. Тундра окончательно потеряла нить игры. И несмотря на отличный вард, никто из игроков, а я проверил ФП-камеру каждого, не посмотрел на руну иллюзий с 38-й минуты, которую забрал Ларл. А это, в свою очередь, вылилось в ужасную атаку и трату БКБ Урсы в никуда. Спирит тут же прожали смоук и смогли найти Рики, а затем выследили оставшуюся часть команды и наказали еще двух героев. Етора с Мипошкой вышли прямо в лицо Бэтрайдера и выключили его, а Ларл и Коллапс в это время подцепили Мишку. И снова мы прервемся на разбор айтемов. Скитер взял Эбисел и Рефрешер, что, на мой взгляд, весьма спорно, так как Урса сам зачастую становился главной целью для атаки. При этом не всегда успевал прожимать БКБ. Оптимальным выбором был бы Аганим, а также более ранний Шард. Эта комбинация артефактов полностью защитила бы его от станов Тайда или Шрака. Мишка же купил Рефрешер на 39-й, а прожал его в первый раз более чем через 10 минут. У Спирит стоит похвалить Ларла, который приобрел Хекс. Этот артефакт закрыл бы даже Аганим Медведя, так как накладывает Сайленс. К слову, и Коллапс в этой игре тоже приобрел Шипстик. Лотус на Лешем был крутым нестандартным решением. Он брался против Бэтрайдера и Рики, но в файте сработал вот так. Казалось, Спирит полностью подмяли под себя карту и вот-вот закончат ее в свою пользу. Но дальше начало происходить именно то, из-за чего эта игра и попала в разбор. Драконы грамотно отдали Аегис Лишраку, который не зависит от КД формы, как ТБ, и может драться даже после респавна. Имея перерождение, Ларл пошел бить базу. С первой стороной проблем не возникло, но вот со второй случилось что-то странное. Для начала обратите внимание на то, как стафнули Дарксира. Крутое решение атакующей стороны. Было бы, если бы это сделал не Сакса, фактически похоронивший своего оффлейнера. Драконы выбили 2 бая и спокойно должны были отступить, после чего Тундра оказывалась в чудовищной ситуации. Так Спириты поступили, но герой Ларла внезапно превратился в болид из Need for Speed и жестким дрифтом заехал в угол карты, оставшись в ужасной позиции, в которой не спасал даже Аегис. В теории шансы, конечно, были, но рез на огне Бэтрайдера рядом с зомбарем не дал блинкануться, а выстоять против Урсы в мили было нереально. Я долго пытался разобраться и убедился, что Денис не кликал никуда, кроме лоу-граунда. Судя по его курсору, он лишь вкачал талант на 25-м. Опытным путем удалось выяснить, что при форстафе через лестницы и клифы модельку иногда начинает вертеть из стороны в сторону. Что и случилось с мидером Спирит между срабатыванием стафа Таска и бабки. Роковая случайность. Чего не сказать про непрожатое на отступлении БКБ от Етора, которое вылилось в его смерть, смерть спасающей и помогающего ему Тайда бабки, а затем и самого Тайда. Так, особенность механики и небольшая скупость Кэрри Спирит вернули Тундру в игру. И речь не только о нетворсах, но и о моральной составляющей. Скитер нашел великолепное решение в виде подбора Аскетик Кэпа, который сильно осложнял атаку на него. При помощи этого артефакта и поддержки Снейкинга ему удалось выбить у Коллапса Рэвидж и Мортимер Кисses у Миры. И вот тут Спирит допустили грубую ошибку. Скитер забайтил их на драку без ульта бабки и Тайда, да и еще и 4 на 5, так как оффлейнер драконов был на топе. В первой стадии файта команды разменяли Рики на Таска, и, оценив ситуацию, Тундра быстро поняли, что биться с ТБ под ДД им невыгодно.
Однако Дайр были не намерены отпускать оппонента и решили забрать медведя в буквальном смысле любой ценой. Это было не лучшим решением. В момент, когда Скитер, потратив 2 БКБ и Инрейджа, все же погиб, у Спирит внезапно куда-то испарился Террорблейд с 4000 хп. И если вы не заметили, что с ним сделал Бэтрайдер 25 уровня, то вот, посмотрите еще раз. До сих пор немного в шоке с того, с какой скоростью его испепелил Найн за счет талантов на Флеймбрейк. Тормоза наших парней окончательно отказали. Они вжали 3 байбека и аккуратно, один за другим, вернулись в тимфайт. Последовала хаотичная беготня, после чего ТБ и Лишрак снова отправились в таверну. Спустя мгновение к ним присоединилась Бабка. Принять файт — это изначально неверное решение, усугубило которое череда дайбеков. Что еще сказать? Лучше я расскажу вам о том, что засейвил эту игру драконом Коллапс вот этим мувом. Убив 2 крипов на подходе к ХГ, а затем уведя новую пачку, он выиграл около 20 секунд времени. Его тиммейты тоже не остались в стороне и добавили к ним за счет виртуозного крипскипа курьерами еще 2. Но Флейнер Спирит этим не ограничился. На вырученные с тех самых крипов деньги он купил рефрешер, взял у Ларла Таймлесс Релик и с талантом на длительность оглушения дал 2 жесткие раваги. Безусловно, именно это позволило дожить до респауна ТБ и Лешего. 2 ульта Арбуза с талантом и реликом — это более 9 секунд контроля, а также 900 урона по области. Плюсанем сюда кучу выбитых ресурсов в виде айон-дисков и БКБшек. У Тундры было крайне мало урона построения, поэтому 33-му пришлось даже купить Дизор. Но в панике, оставаясь на таймере, они начали теряться. Кто-то бил трон, другие сражались с персонажами соперника. В итоге Спирит устояли и смогли отправить в таверну без байбека на долгий срок 3 героев-северян. Тем не менее, драконы побоялись заканчивать и отступили на Рошана после байбека Бэтрайдера, который все же успел откатить. Хотя попытаться закончить ой как стоило, и некоторые игроки Спирит прекрасно это понимали. Все время действия Аегиса Тундра спокойно просидела на базе, и лишь Сакс играл в прятки с элементами догонялок, создавая спейс. Не сказать, что этим он перевернул игру, но времени выиграл прилично. А заодно еще и порядком подбесил Спирит, которые бегали за ним всей 5. При этом Дайр даже не смогли оторваться по золоту, так как ТБ по факту уже уперся в свой кап и занимался лишь перекладыванием вещей. Так 7к накопленного за эти 5 минут перевеса исчезли с выкладыванием рапиры в кустах. Рапиры, о которой мы еще поговорим. Игра медленно перетекла за час по дотерскому, а стало быть, появились терпять шмотки, после которых Рики в очередной раз подставился на бот-линии. Именно в этот момент невидимая ловушка, в которой Спирит увязали всю карту, захлопнулась. Благодаря нулевой толерантности к сплитящим героям и тратя кучу сил на поимку персонажей соперника, Спирит неумолимо приближали концовку этой карты. Давайте проанализируем, что происходило в игре с момента камбэка драконов до вот этого эпизода с Рики. Команда Мипошки вернула инициативу, подцепив зомби, а затем сделала несколько киллов по бесконечно носящимся по карте героям Тундры. Урса, Рики и опять Медведь, Дарксир, снова Рики, Бэт и Мишка. Но несмотря на все эти пикофы, победить не получилось. Чем дольше шла игра, тем больше мерзкие бесячие герои Тундры показывались то тут, то там, и желание их уничтожить было слишком велико. Иногда даже неоправданно велико, как, например, вот в этом эпизоде, когда Скитер дважды забайтил своих соперников сперва на трату ресурсов, а затем на невыгодную для Спирит драку.
И хотя к 63-й минуте Dire снова заполучили инициативу, губительный паттерн уже проник в кровь драконов. Они словно играли в ударь крота, моментально реагируя на любую красную точку, не видя больше ничего. И учитывая парочку последних нападений, далеко не всегда оценивали ситуацию верно. Иными словами, сперва атаковали, а потом думали. А теперь давайте поразмыслим, чего хотела Тундра, помимо бесконечно продолжающейся карты. Все, что им нужно было, увидеть 5 героев-драконов и подловить их так, чтобы Бэтрайдер, Урса, а самое главное Дарксир имели возможность выдать свои спылы и дэмэдж. Идеальным вариантом в такой ситуации было спровоцировать нападение на зомби с Аионом и реинкарнацией. Но как это сделать? И тогда Snake King провернул гениальный по своей абсурдности мув. Как вы помните, Спирит моментально реагировали на любую красную точку на карте, и все, что нужно было сделать 5 Тундры, стать этой красной точкой. Да такой, чтобы ее точно заметили. Но как? А оказалось, способ есть. Драконы выбили у Снейкинга Аион, реинкарнацию Сталанта, разрушили тамбу от скилла, тамбу от первой смерти и, казалось, уже забрали долгожданный фраг. Только вот, улегшись погоней, они встали под прицел. И Тундре оставалось лишь спустить курок. Герои драконов были словно в киселе под кучей наспавнившихся от 3-й тамбы зомбарей. Как итог, Бэтрайдер и Урса лишь добили выживших беспомощных персонажей Dire, а основную работу сделали 2 стенки Дарксира. Так как Fight Recap показывает полную чушь, я продемонстрирую вам реальную ситуацию из сводки смерти Миры. Как видите, почти 3500 урона ему нанесли его собственная копия и копия ТБ. Тундра забрала Рошана и пошла заканчивать, даже не выбив все терпять шмотки, ведь Урса получил Аганим и был практически неуязвим. А Snake King даже зачем-то заюзал шард, который не обновляет бессмертие Сталанта. Наверное, рефрешил Аион. Вполне вероятно. В любом случае, у Бета, Дарксира и Медведя были орбы, а они с шардом не стакаются. В финальной битве Найн буквально за секунду сжег 2 суппортов Спирит без байбека, чем определил исход встречи. А эффектную точку поставил Рики, провернувший крутой трикс. Увидев лотусные Тора, Сакса нажал на него Блинк Страйк, из-за чего Террорблейд сам прыгнул на 4 Тундры. И, казалось, уже спасся пикой, но суппорт провернул трикс 2-й раз. Вот так закончилась встреча, но не наш разбор, ведь было кое-что еще. Но прежде чем мы продолжим, не забывайте, что больше интересной инфы и новостей всегда можно найти в моем телеграм-канале. А если хочешь поддержать рубрику, то у нас есть Бусти с бонусными материалами и ранним доступом. Налетай, ссылки в описании. Кстати, еще в телегу можно вступить, отсканировав вот этот QR-код. Как я сказал в начале, этот выпуск во многом о нерешительности. Что отличало Тундру и Спирит в этом противостоянии прежде всего? Уверенность в своих действиях. Северяне принимали пусть не всегда верные, но достаточно четкие решения. Напасть на Лишрака, подставить Урсу, пойти в трон. Драконы отвечали тем же, за одним исключением. Я говорю про момент отступления на 53-й минуте. Казалось бы, развели на байбек бета и отошли, в чем тут неуверенность. Но все же один человек в этот момент выпал из игры. Самое стабильное звено Спирит Етора просто не понимал, что ему делать. Чем сильнее становился его персонаж, тем жестче он убивал собственную команду. Поэтому единственно верным решением для него и всей 5 в целом было попытаться закончить поединок именно тогда. Но не было четкого кола и понимания данного аспекта, и я вам докажу, что это не просто мои догадки.
Для Террорблейда существовало два способа закончить эту карту. Прилететь на травелах в бот к уже пушащему Лишраку, или же прийти вместе с командой чуть позже. И как по мне, первый вариант был в разы лучше. Но Ятора не смог определиться, что ему делать, и пошел в секрет-шоп покупать рапиру, что само по себе не является ошибкой и даже вполне укладывается в логику попытки закончить. Только вот он продал ботинок, из-за чего долго шел к базе Radiant. И самое главное, он продал БКБ. В такой-то ситуации, очевидно, без БКБ было ну никак нельзя. Пофиг на то, что куча спылов и айтемов его пробивает. 2 вакуума, Сайленс Рики, Алибарда, тонна магического урона Бэтрайдера, от всего этого спасал только аватар. А самое главное, на БКБ не работал Нормал Панч Дарксира. И, как известно, неуверенные действия порождают еще более странные и неуверенные действия. Опасаясь отдать рапиру, Ятора выложил артефакт на землю, в то время как сам приобрел Iron Disc, который ему так и не пригодился, потому как не является заменой БКБ. Понимая это, он снова купил БКБ, но не переложил его в основной слот. К тому же захапал аж 3 нейтральных артефакта, 2 из которых были 5 уровня. Именно с этим легендарным закупом он и отъехал на 63-й минуте. И можно говорить все что угодно, но Aion, Линка и Mirror Shield это какой-то уж слишком защитный билд. Да сфера и щит даже ни разу не сработали в этой драке, попросту пролежав мертвым грузом. Рапиру же, дропнутую в кустах, чтобы не слить, Кэрри Спирит пытался подобрать курьером, что в принципе невозможно. Курьер не способен такое сделать чисто физически. Хорошо хотя бы бабка пришла на помощь. К слову, был еще один эпизод с попыткой забрать рапиру курицей. Видимо, Илья просто не мог поверить в то, что это невозможно, и чуть было не отдал ценнейший артефакт вражескому Рике. В итоге Рапирос так и пролежал на фонтане до конца карты. Спирит проиграли матч, а затем уступили 3-2 в гранд-финале. В первый день мейн-ивента из-за невероятных задержек, а также изнуряющей жары, команды на сцене показывали далеко не лучшую доту. На третьей карте против Shopify Rebellion ситуация у драконов была тяжелая, но им удалось сделать несколько минусов, после чего выйти на второго Рошана. Зевс с Лайтнинг болтом ушел отпушивать топ, а Мипошка не поставил в центре в Рошпит. 4 соперника, в том числе Темпларка в таверне, жив один SF. В теории, что страшного может случиться? Хотелось бы похвалить в этом моменте Артизи, который не просто красиво ворвался. Он заблаговременно освободил 2 слота в основном инвентаре, чтобы гарантированно забрать Аегис и Шард. Артур вообще продемонстрировал невероятно ясную для такого матча голову. В концовке он получил от Абеда Timeless Relic и ускорил сборку Аганима, разобрав Dragon Lance. Только за счет этого СР успели навязать драку у Рошана, в которой выиграли матч. Ну и тут не обошлось без ошибки Ятора. Кэрри Спирит не прожал БКБ под сноубол и бесславно погиб. И, конечно, нельзя обойти то, как драконы вылетели с мажора, а именно вот эту смерть Террорблейда, после которой последовал байбек, почти 20-секундный забег по карте и еще одна смерть. И все ради чего? Ради того, чтобы вернуться в файт без метаморфозы и тиммейтов? Учитывая, что ТБ был главной ударной силой, а также его количество золота, перед дракой ему требовался Iron Disc. Илья действительно купил Aion, но сильно позже, лишь на 45-й минуте, после чего почти сразу продал его ради более быстрого хекса, потеряв при этом 1500 золота. И все верно, хекс в такой ситуации действительно был необходим, чтобы убить Войда, ибо пережить его хрона было уже нереально.
Разок даже вышло, хотя игру это не спасло. В общем, когда нужен был Айон, не было Айона. Когда Хекс, не было Хекса. А когда он появился, уже ничего не работало из-за аутфарма. Все как-то не впопад выходило. И если вы смотрели Датаскоп «Путь дракона», то должны помнить, что сильнейшими сторонами Spirit являются: первое — очень цепкая макроигра и крутые колы, второе — стабильно хорошее исполнение от Ятора, и, наконец, третье — один из лучших оффлейнеров мира — Коллапс. А теперь взгляните на их ошибки в решающих картах. Все это либо плохие тактические решения, такие как нападение на зомби и отсутствие сентри в Рошпите, либо ошибки кэри. Остается Коллапс, но он вроде круто играл. Круто-то круто, только в его пуле не было топ-1 оффлейнера патча, из-за чего команде приходилось всегда отправлять Бруду в бан первой стадии, сильно сужая возможности для распика. Что касается Ларри, то, как видите, к нему в решающие моменты вопросов было не так много. Я бы сказал, что в отличие от начала сезона, он играл прилично. И вот знаете, о чем я подумал? Ведь Dota это не просто игра, это невидимая химия между тиммейтами. По какой-то причине у Spirit все больше ошибок стали делать те, кто раньше не ошибался. А что если должен быть тот, кто сделает ошибку? Саня, блядь, что за хуйня? Ты играл охуенно, вот 10 из 10 будет. И ты, блядь, пидешь, когда надо просто пятером бегать. Мы уже там игра не въебываемая. И ради фанатов, парни.